Что нужно делать, чтобы ребенок делал домашнее задание? Здравствуйте, дорогие родители, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школа скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на вопросы родителей, взволнованных будущим своих детей. И сегодня разберем такую частую проблему, частый вопрос от вас, что делать, чтобы ребенок самостоятельно делал домашние задания. Прежде чем понять, как нам этого добиться, давайте разберем, почему зачастую ребенок не любит делать домашние задания. Итак, причина 1. Чаще всего это случается с детьми в самой начальной школе, да, 1-2 класс, когда ребенок еще не перешел из возраста детского сада, когда основной деятельностью была игра, в формат, когда основная деятельность учебная – это учеба. Соответственно, ребенок может попросту не знать, что надо делать, чтобы сесть за уроки. То есть вот он находится в таком состоянии непонятном, он не понимает, в его голове нет алгоритма, что нужно делать, какие учебники взять, вытащить дневник и так далее. То есть у него нет четкого алгоритма, что нужно делать для того, чтобы сесть за уроки. Именно с этим зачастую связано вот в самой начальной школе то, почему ребенок очень долго не может сесть за уроки. Побороться с этой проблемой и решить ее помогает упражнение, которое называется чек-лист. В чем его смысл? Очень простое. Вы с ребенком садитесь и расписываете по шагам весь алгоритм того, что нужно сделать, чтобы сесть за уроки. Вам кажется это элементарным, но в действительности это не так просто ребенку сесть за уроки, если он теряется, не знает последовательность действий. Например, достать дневник. Посмотреть, что задали по этому предмету. Убрать все со стола, выключить телефон. Достать учебник по этому предмету, достать тетрадь по этому предмету. В общем, максимально подробный алгоритм, и важно делать это вместе с ребенком. И, соответственно, напротив каждого пункта, то есть вы делаете один раз, дальше с помощью копировального аппарата делаете множество копий, и ребенок, соответственно, по шагам идет, ставит галочки, либо плюсики. То есть, что это позволяет сделать? Это позволяет для первоклассников, иногда и у 2-3 класса с этим есть проблема, в голове сформировать четкий алгоритм того, как садиться за уроки, то есть на уровне фактически рефлексов, да, когда ребенок точно знает, что нужно делать, чтобы за уроки сесть. И, соответственно, время подготовки для того, чтобы сесть за уроки, будет минимальным. Вторая проблема – это то, что ребенок в какой-то конкретной теме не разобрался, ее не понял, и, соответственно, у него не получается домашнее задание по какому-то предмету, и, соответственно, он их как-то игнорирует, саботирует, в общем, например, математику делает, русский принципиально не делает. Решается это достаточно просто, вам нужно объяснить ребенку непонятную тему, но вы, я уверен, в этом справитесь. Если ребенок в начальной школе, а если ребенок уже не в начальной школе, то это решается 1-2 занятиями с репетитором. То есть это не формат какой-то длительной работы, вы с репетитором сразу договариваетесь, что нужно объяснить вот конкретно такие-то темы, и, соответственно, в них разобраться, и дальше уже ребенок идет по программе сам. Следующая проблема, когда объем очень большой и ребенок чисто физически не успевает разобраться со всем и делать полноценно всю домашнюю работу. Особенно в современной школе в начальных классах это наблюдается. Здесь совет один. Важно не родителю, точнее, не делать за ребенка эти домашние задания. Возможно, оценки будут
чуть ниже, но ничего страшного. То есть, если ребенок включен, если ребенок делает в целом, вот вы видите объективно, что ребенок в теме разбирается, а ребенок в целом домашние задания делает, но их объем очень большой, то я рекомендую не делать эти домашние задания вот до конца полностью так, чтобы удовлетворить учителя. Пусть будет не пятерка, а четверка, ну, тройки ставят редко, да, то есть совсем нужно ничего не делать, чтобы в начальной школе, например, тройку получать. То есть здесь, резюмирую, подход очень простой. Важно никогда не делать за ребенка домашнее задание, потому что задача домашнего задания именно научить ребенка самостоятельности. Плюс, особенно в начальной школе, никогда не нанимать репетиторов, да, на постоянной основе, потому что это очень сильно вредит в дальнейшем успеваемости ребенка, потому что полностью у ребенка атрофируется навык самостоятельного изучения материала, то есть когда репетитор все разжевывает и в удобоваримом формате ребенку преподносят, то у ребенка полностью атрофируется вот этот навык самостоятельного познания. Поэтому, делаем домашнее задание, ребенок делает до того уровня, пока не устал, совсем не умирает. То есть, да, будет четверка, но ничего страшного. Еще одна очень частая причина, почему ребенок не делает домашнее задание, потому что ему просто скучно. То есть ребенок сильнее своих одноклассников, он понимает материал, он даже понимает чуть больше, да, чем средний материал, но учиться в школе ему скучно, потому что формат неинтересный, задания слишком простые. Это частая проблема, поэтому решается это какими-то олимпиадными кружками, дополнительными секциями, чем-то таким, где уровень мотивации, уровень нагрузки у ребенка будет выше, а соответственно, если уровень мотивации и уровень нагрузки будет выше, то ему становится интересно. То есть поймите, что если у вас ребенок сильнее, чем его одноклассники, то, скорее всего, нужно будет переводить в какую-то более сильную школу, да, потому что уровень мотивации очень сильно зависит от обратной связи. То есть если ребенку слишком легко, то, соответственно, мотивация очень быстро падает. Если у ребенка не получается, ему слишком тяжело, то у него также мотивация очень быстро падает. Мотивация на достаточно хорошем уровне, когда мы соблюдаем вот этот спортивный принцип, когда у нас что-то получается, что-то не получается. То есть нам постоянно нужно чуть-чуть делать сверхнагрузку, да, для того, чтобы у нас получалось хорошо. Но это основной принцип развития. Вот в таком режиме ребенок будет, да, хорошо стараться, он будет успешен и будет постоянно развиваться. Любые перекосы, либо все слишком легко, либо все слишком сложно, они только вредят. Это еще очень ярко проявляется при работе с репетиторами. Ну, например, был у меня пример, когда девочка занималась с репетитором по английскому, репетитор хвалил, девочка молодец, по английскому в школе одни пятерки, там девочка в 7 или 8 классе, и, соответственно, с репетитором уже 5-6 одним и тем же занимается. Причем, когда родители за границу едут, да, девочка не может 2 слов с носителем языка связать. Что это значит? Это значит, что уровень нагрузки низкий и, в принципе, результатов такого обучения нет. То есть репетитор дает простые задания, ребенку вроде как легко все получается, домашнее задание с репетитором делается, ну и, соответственно, никакого развития при таком обучении нет. Следующая причина, почему зачастую дети не любят делать домашние задания с родителем, да, когда в самой начальной школе, когда родитель вместе с ребенком садится за уроки, это то, что для родителей это какое-то мучение, родитель садится в каком-то нервном, подавленном состоянии, и ребенок
понимает, да, что ничего хорошего для него из вот этого совместного выполнения домашних заданий не будет. То есть родитель будет срываться на ребенке, истерить, как-то его обзывать, то есть удовольствия ребенок не получит. Естественно, мы сознательно и подсознательно делаем две вещи, да, стремимся к удовольствию, то есть любой человек физиологически это делает, и избегает, соответственно, страданий. Если ребенок понимает, что выполнение для него уроков – это потенциальное страдание, то есть на него накричат, если родителю что-то не понравится, родитель как-то его, не знаю, унизит, обзовет, то есть на своей практике могу сказать, что таких случаев также достаточно, да, то, конечно, у ребенка никакой мотивации делать совместно с родителем уроки не будет, то есть он будет всячески показывать свою апатию. Я думаю, что это понятно, это логично. Представьте, что вам нужно встретиться с каким-то вашим знакомым, который, вы знаете, что он неадекватный, истеричный, что-то, если пойдет не по его правилам, он будет кричать, истерить, возмущаться и так далее. То есть, вы только нервы попортите при взаимодействии с ним. Естественно, вы будете такую встречу, если она даже неизбежна, максимально откладывать для того, чтобы сделать это когда-нибудь попозже, то есть придумывать различные предлоги. Возможно, для вашего ребенка выполнение домашних заданий с вами это вот такая же каторга, такое же неудовольствие. Поэтому старайтесь делать так, чтобы для ребенка выполнение совместных домашних заданий, даже если вы вначале это делаете, да, происходило в формате какой-то веселой игры. То есть ребенок что-то новое узнал, при этом вы за него это не делаете, но для него это такое отличное времяпровождение с мамой, с папой, когда ему все разъясняют, вы в игровой форме это делаете, в общем, для него это удовольствие, а не мучение. Следующая причина, почему ребенок может не любить выполнять домашние задания, это скучно в школе, скучный учитель, скучные одноклассники. В общем, если материал подается как-то очень скучно, учитель скучный, то, соответственно, бывают случаи, когда ребенок, для него предмет не интересен, все это как-то скучно, неинтересно. В общем, тут совет один: переводите ребенка в другую школу, потому что особенно, не берем начальную школу, да, хотя во многом тоже и начальная школа, и средняя школа, окружение, которое окружает ребенка в начальной и средней школе, во многом формирует его какие-то в дальнейшем комплексы, личностные особенности и так далее. То есть то, какой ребенок будет, во многом зависит от его окружения. Поэтому в каких-то западных странах, во многих, у нас практика есть такая, что есть частные дорогие школы, в которых дети элиты учатся отдельно от всех других детей, и, соответственно, окружение такое элитарное формируется. Да? Почему это важно? Потому что от того, с кем ребенок взаимодействует, от того, насколько интересный учитель, во многом определится дальнейшее его мировоззрение. То есть, если ребенку скучно, апатично, вы прям видите, что в школе учителю от жизни ничего не надо, отмучился, глаза у учителя не горят, то бегите из этой школы, потому что даже если это связано с какими-то первоначально финансовыми и физическими затратами, да, то есть нужно помучиться с документами, куда-то ребенка подальше возить, то это с лихвой окупится в дальнейшем, потому что вот этот момент апатии у ребенка также сформируется, если ребенка из этой среды не выдернуть. Ну и напоследок скажу, что при выполнении домашних заданий
руководствуйтесь тем, чтобы ребенок максимально использовал все современные возможности, то есть историю, например, читал не только один параграф готовил, а искал информацию из различных источников, абсолютно из различных. То есть есть огромное количество сайтов, видео на YouTube, каких-то статей, то есть 5, 10, 15 источников, и, соответственно, ребенок сможет сравнивать, анализировать, и информация в его голове будет более целостной, более структурной. Очень важный навык, который нужно прививать современным детям, это умение мыслить критически, потому что количество информации фейковые, так скажем, да, неправдивые, она достаточно высокая, и ребенку важно научиться отличать правду от неправды и, соответственно, пользоваться большим количеством источников для того, чтобы формировать свое мнение, свое какое-то понимание ситуации. Потому что даже большинство учебников, они с одной стороны показывают, описывают ситуацию с той стороны, которая выгодна авторам, которая выгодна текущему политическому режиму, да, тому времени. То есть почитайте советские учебники, они, например, по истории, да, они сильно отличаются от современных учебников по истории. Читайте учебники 90-х годов по истории, они сильно отличаются от советских учебников по истории и от современных учебников по истории. Понятно, что та же история, да, перекраивается от того, какое сейчас время, какая политическая система в стране, от пожеланий наших правителей, от их видения и от того, какое видение они хотят формировать у других людей. То есть очень важно, чтобы ребенок учился более-менее объективную картину мира у себя в голове создавать. Мы вкратце разобрали, что мешает детям хорошо выполнять домашние задания, и я надеюсь, мои советы помогут вам и вашему ребенку выполнять домашние задания проще и избавить вас от каких-то проблем, которые, возможно, вы выявили в процессе просмотра этого видео у вашего ребенка. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Свои вопросы задавайте на нашу электронную почту вопрос@turborit.ru. Подписывайтесь на мой канал. Успехов вашему ребенку в обучении. Пока-пока. Ну и традиционно в конце любой программы небольшой розыгрыш. Оставьте комментарий и расскажите, какие проблемы с домашним заданием у вашего ребенка и как вы их решаете, а я среди тех, кто оставил комментарии, разыграю в ближайшее время свою книжку «Развитие памяти у детей». И мы за свой счет отправим ее в любой город России и СНГ.